Шойгу заявил о готовности России к конструктивным мирным переговорам. Шойгу отметил, что Россия на Украине ведет действия по спасению населения от геноцида и террора. Однако всегда готова к конструктивным мирным переговорам, Россия всегда готова к конструктивным мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу, трансляцию вел РБК. Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров, сказал он. На том же заседании президент России Владимир Путин отметил, что у Украины в скором времени ничего не будет, кроме подачек, в то время как у России есть все необходимое для самостоятельного развития. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты, заявил Путин. Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями Путин называл демилитаризацию и денацификацию соседней страны, а также ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины. Страны Запада в ответ на спецоперацию ввели против Москвы санкции и начали поставлять Украине вооружение. Киев ввел военное положение и объявил мобилизацию. Переговорщики с Украиной из России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. Россия регулярно говорит о готовности к переговорам с Украиной, указывая, что диалог пока невозможен из-за позиции Киева. В МИДе подчеркивали, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что отвод российских войск к границам Украины 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны 21 декабря выразил уверенность в том, что российские военные выполнят все поставленные задачи. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит.